Привет, друзья! Сегодня мы покинули нашу уютную кухню и отправились в центр города, в этнодеревню. Сегодня в этнодеревне проходит интересный фестиваль, гастрофестиваль. Будем пробовать что-то вкусное и посмотрим, что же здесь такое готовят и как это все проходит. Своему стыду могу сказать, что я в этой этнодеревне первый раз, хотя проезжаю ее каждый день на работу. Она прям в центре города, буквально здесь 200 метров до центра. Теперь давайте пойдем и посмотрим, что же там внутри. Фестиваль называется «Папоротник краб», который объединил в своем названии сразу 3 камчатских гордости. Это папоротник, икра и краб. Есть в этой деревне интересные площадки для фотосессий. Например, вот такая. Конечно же, как на любом фестивале, есть у нас тут и свои аниматоры. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень красиво. Сочная и вкусная. И полезная. Еще и полезная. Это я что попробовал? Это подсолнухи. Вот это был подсолнух, а вот это... Что там? Редьки разные. Микс редик. Слушай, а прикольно. С такими салатик делать просто изумительно. Прям как настоящая редька. Остренькая, вкусная. И где можно взять эту микрозелень такую вкусную? Наша зелень представлена в Шельсе, в Агротеке, в Клевере. Также мы доставляем курьером. Круглогодично это? У вас теплица. А где выращиваете? В Вилючинске. У нас специализированно оборудовано помещение. Слушайте, ну это здорово же. Спеццвет. А я и не знал, что у нас такое есть. Теперь буду знать, спасибо. Еще одна очень интересная локация для фотосессий. Такой вот импровизированный фонтанчик. Очень классно. Ограничение возрастное мне не позволяет. Аплодисменты! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на закрытии первого гастрономического фестиваля «Папоротник краб». Площадкой фестиваля стала вся Камчатка, а в программе были массовый выезд на сбор папоротника, беседы о кулинарных традициях народов Камчатки, мастер-классы по приготовлению блюд традиционной и новаторской кухни, круглые столы, экологический квест и многое-многое другое. Для приготовления это филе палтуса свежего лосося и копченые нерки. Просыпать пылью из листов нори, завернуть в рулет, готовить методом су-вид. Так вот, готовить методом су-вид 20 минут, далее поместить под пресс и в шоковую камеру. Осьминога подготовить и свернуть в рулет. Готовить также методом су-вид 72 градуса 2-3 часа. Поместить в шоковую заморозку, нарезать тонкими слайсами, выложить на блюдо, полить соусом шисо или шисо. Шисо, да. И трюфельным маслом.
тапиоку сварить до готовности, замариновать соевым соусом и укропным маслом. Я это читаю, и я уже хочу кушать. Я обязательно попробую это блюдо и расскажу вам, какое оно было на вкус. А картофель нарезать нуазеткой, шато, приварить шафраном до готовности, обжарить в сливочном масле с тимьяном и чесноком, выложить к основным ингредиентам блюда и декоратировать. Ну это просто, это звучит, наверное, вот как что-то из грани фантастики. Такие слова интересные. И Сейчас как бы готовить вкусно, это да, на уровне ДНК кулинары, но вот визуальная часть, подача, это тоже сейчас очень ценится. так, и что мы делаем дальше? Как думаешь, для чего это колба? Ну, понятно, для азота, да? Да, для азота. Криочаша и так далее. Так. Вообще, ты чувствуешь аромат чего-то, да? Конечно, это... Это вода с травами и эфирным маслом лаванды. Для, так сказать, для возбуждения вкусовых рецепторов, да. То есть, при помощи... Вау, это что такое ты творишь сейчас? Мама дорогая, вы посмотрите, друзья, поаплодируйте этому волшебству! Приятного аппетита! Ух ты! А это что? Это у нас блюдо, обрядовое блюдо, называется хилум. Это на тюркменском языке, на корейском языке называется килыкил, а русский называют кирилка. Это блюдо отварная рыба, лосось, кижич, нерпичий жир, брусника и орехи кедрового стланника. Ну, это такой, как бы, такой салат, но это блюдо такое незамысловатое, вкусное, аппетитное, праздничное блюдо. И полезно. Энергетичное, да, энергетическое и очень калорийное. Попробуйте. Ну, у нас закончились здесь вилочки, поэтому и пробуйте. Выглядит это... Спасибо. Попробуйте, да, попробуйте. Ну, вообще мы руками кушаем. Раз итльмены едят руками, то и мы попробуем это руками, конечно. Всем привет, ну что, поехали? Вы знаете, это вкусно. На нашем канале есть примерно такое же блюдо. Да? Нет, мы не готовили. Но у нас было в планах. Мы обязательно приготовим и поделимся с вами. Очень тяжело, очень громко говорить, но очень вкусно. А это, походу, самый главный ветеран Беренгеи. Кто не знает, Беренгея – это международная гонка на собачьих упряжках, которая проходит на Камчатке. Да вы делали коронавирус, да? Да. Вот лучше бы вы его не делали. 12 лет тому назад. Нет, Я это делал именно делал в изделии, другой а видео. сам этот, я не знаю, там говорят и китайцы, уже всякие версии. Но мы уже смирились, все, как говорится, уже знаем, что он есть. Слава богу. Все хорошо. Ой, у меня есть все, если честно. Это хорошо. Моя любимая приправа – копченая паприка. О, да. Она у нас А она у вас есть, вижу, Да, да. вот она. Многие себя спрашивают, Испания. где ты берешь копченую паприку? Испанская. И в этот день можно приобрести их со скидкой до 50%. Берете 50 Какой день? грамм. Воскресенье, каждое воскресенье. Это где? Голланд Плаза, мясной отдел, отдел специй, шафран. Ясненько, будем знать, спасибо. Также у нас вкусняшки кедровые из Сибири. Фирменные наборы также есть глинтвейн. Здесь с цейлонской корицей, с тростниковым сахаром. Пока мне здесь все нравится. Люди открытые, улыбаются. Продавцы делятся своими секретиками, хвалят свою продукцию, а как без этого? Гуляем дальше, смотрим, что же будет еще интересного здесь. И мы еще до сих пор ничего не пробовали, надо что-нибудь попробовать. Это обязательно. А это очередь, чтобы попробовать бау-блюдо. Было приготовлено 1000 бутербродов. Мы сейчас встаем в очередь и тоже попробуем, что же это за вкуснота. А у вас 4, я 1 на сыре стоит. Нормально.
Спасибо, хорошего дня. Друзья, сразу скажу, что самый мой любимый рецепт папоротника есть у нас на канале и будет ссылочка на него. А вот маринованный я, если честно, не очень. Но попробуем, как приготовили наши камчатские производители, мастера, да. А это вкусно, друзья. Здравствуйте, простите, пожалуйста, я хочу сходить посмотреть, узнать, что там раздают. Я хотела бы узнать у вас, как вкусно, все хорошо. Вообще-то да, неплохо. Вот сюда, вставайте в очередь. Да, я просто вот именно непосредственно хочу узнать, как это все вкусно, невкусно, потому что стоит заходить, стоять эту очередь. Вы знаете, попробовать стоит. Попробовать стоит? Конечно. А вам как? Я еще не пробовала, А. но просто ради интереса, Ага. чем организатор гостей угощает. Все, Поэтому спасибо. рекомендую постоять. Ага, спасибо большое. Брускетта немножко пересушена. А так очень вкусно. Сам папоротник очень вкусный, действительно. И достойный. И сыр хороший. Зачет. Надо купить бургер. Кстати, он очень достойный. Есть вариант горячий с рубленой котлетой, есть вариант холодный с языком икры сельди. И там самое интересное, очень вкусный соус связанный с нашей Камчаткой, как раз черемшовый соус со сметаной. И он как раз такой очень аутентичный. А где в городе можно найти? В городе нигде. Вы можете взять у нас только тур. А вот так вот. Да, поехать с туриста, и это будет приготовлено только в том месте, аутентичном. Или на Халатырском пляже, или в Малках. Помимо этого бургера мы делаем шикарный салат, который называется «Гнездо Тихоокеанской чайки». Поскольку вы знаете, аборигены наши собирали гнезда, яйца гнезд чайки на Алиутских островах, и наша Камчатка — это их деликатес. Мы тоже это блюдо возродили как национальное. Значит, гнездо само по себе выглядит как выложенные из морских водорослей и сопутствующих ингредиентов. То есть салат чука зеленый, добавляем зеленый огурец, зеленое яблоко, потом можно немножко зеленого лука, потом идут, если хотите, васаби для аромата, можно добавить, спрыснуть кунжутным маслом, ложим перепелиные или страусиные яйца, или яйца той же чайки, и присыпаем это семенами чио, которые напоминают именно тот самый халатырский песок. Ну что ж, друзья, пришло время попробовать настоящий камчатский бургер. Хотя, если честно, я больше люблю шаурму. Но это тоже интересный опыт. Ребята, это здорово прям. То есть ради бургера стоит на Камчатку приехать? На Камчатку стоит ради всего приехать. В частности, ради бургера. Рыбная котлета шикарно просто. Мне очень нравится. Обязательно приготовлю такой дома.
Очень уютные здесь лавочки. Если устали, можно сесть и посидеть. А с погодкой нам сегодня повезло. Я уже даже пожалел, что не взял с собой солнцезащитные очки. Но и без них, хотя с другой стороны без них, лучше видно всю продукцию камчатских производителей. А я, в отличие от Миши, взяла. И вообще могу сказать, что на Камчатке хорошая погода – это 50% успеха любого мероприятия. Поэтому на 50% этот праздник сегодня удался. Как минимум на 50%. Хорошо? Рассказывайте. Черемша рвем по весне, она свеженькая, зелененькая. Шинкуем. Яичко варим. Тоже его. На мелкие квадратики такие. Перемешиваем. Посолим. Чуть-чуть. Перчить не надо, потому что черемша же горькая. И вот тебе у вас уже есть для пирожка начиночка. А тесто из чего? А тесто здесь пшеничная мука и ржаная вместе. 50 на 50? 50 на 50. Да. Спасибо. Итак, друзья, пробуем. Да. Ой, какие они воздушные. Горячие. Вкусненький? Вкусненький тебя спрашиваю. Еще не раз пробовала. Напоминает лук с яйцом, но вкуснее. Черемша вообще такая трава, она прям и в салаты хороша, и готовить с ней хорошо. Очень вкусно. Рекомендую. Бурмикс проверено. Друзья, ну и конечно мы не могли уйти с гастрофестиваля без покупок. Я купил нектар шикши. Шикша — это моя любимая ягода. Она не сладкая, но она очень и очень вкусная и очень-очень полезная. Еще я купил камчатский кедрач с мандарином. Он вот такой вот жиденький. Видно, что в нем шишечки и мандаринки в каком-то соусе. Это варенье. Варенье, да. И купил камчатский соус барбекю с восковником. Если честно, я очень долго живу на Камчатке, но до сих пор не знал, что это такое. А восковник растет в болотистых местах и используется в кулинарии у местных жителей. Ну вот попробуем, как это будет. В одном из рецептов, наверное, я буду его использовать и расскажу о нем, о вкусе. Точнее, о вкусе его более подробно. Ну и как же обойтись без камчатского краба? Вот он, красавчик. Вот их подошел к завершению фестиваль. Точнее, фестиваль продолжается, а мы уже отсюда уходим. Замечательный, на мой взгляд, фестиваль. Очень много вкусного и интересного. Много мастер-классов. Но мне не хватило мастер-классов именно по кулинарии. И хотелось бы мастер-классы попроще, что блюдо. Чтобы человек домой пришел и приготовил. А использование, конечно, азота — это сложно в домашних условиях. Но все равно здесь очень интересно. Нам очень понравилось, да? Согласна. Ну вот, кстати говоря, азот он использовал, потому что другого выхода у него не было. А у дома у каждого прогрессивного хозяйственника есть холодильник. И поэтому вместо азота можно использовать рыбу, охлажденную в холодильник. В морозильной камере. Да, совершенно верно. Вообще чудесный получился праздник. Очень добрый, очень душевный, по-моему, это самое главное. И еще он оправдал свое, собственно говоря, назначение. Это же гастрономический фестиваль. Вот мы идем отсюда сытые. Вот я, например, наелась теми угощениями, которые нам предложили. Поэтому организаторы молодцы. Спасибо. На следующий год мы обязательно сюда придем еще. Ну а пока, друзья, пока. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Обязательно оставляйте комментарии. А мы с вами прощаемся до новых вкусных рецептов. Пока. Бай-бай. Бурмикс.